Это я, да, я знаю меня. Долго не было. Я исчез, растворился, выпал из обихода, но все же вернулся. В это время моя игра отметила свой первый год жизни. Год с момента того самого майского видео, которое стало неофициальным манифестом. Признанием, молчаливым криком в пустоту. Давайте вернемся к теме. Сегодня Source Engine это мем. Обесцененный, исчерпанный, высмеянный. Синоним лиминального, устаревшего, мертвого. Карты однодневки, пустые коридоры, унылая эстетика заброшенных торговых центров. Но я устал, потому что это не все, чем оно является. Это не вся правда, не вся душа, не вся суть. Source это не про лиминальность. Source это про человека, про его след, оставленный в пикселях и текстурах. Да, он графически отстал, нет поддержки PBR, даже в том же MapBase. Да, он скрипит под тяжестью лет, но Unreal Engine, как бы современным он ни был, не способен сравниться с Source. Потому что в Unreal нет души. Он поддерживает все RTX, Nanite, MetaHuman, люмины, миллиарды полигонов. Но в нем нет ничего, кроме холодной технической эйфории. Он безупречен, но пуст, гладок, но безжизнен. А он как реклама, которую ты смотришь и забываешь. А Source, он теплый, он неровный, он наследие. Да, его ограничения жестоки, но именно эти ограничения и рождают сюрреалистические локации, плоские текстуры с жалким бамп-мэппингом и в то же время дыхание, присутствие, след. Нет нейросети, не от фабрики, от человека. Source это движок с душой, и не каждый способен ее распознать. А теперь к визуальному. Графика, да, та самая. Скажу сразу, да, мы на Source. Это не чистый ванильный SDK. Я немного подправил движок. Единственное, что добавил, это Parallax Lock отражение, чтобы вода смотрелась чуть глубже. Все остальное тот самый Source, честный, пыльный, живой. Вот она, моя игра. Не просто мод, не просто локации, манифест, написанный через графику. Каждая сцена признания в любви, каждый коридор набросок внутреннего мира. Да, я снимал по ней видео, сейчас они устарели. А когда она будет завершена, я покажу ее так, как она заслуживает. Последним заключающим кадром. Чтобы все стало на свои места. А теперь я должен сказать, почему Unreal Engine это бездушный монстр, обвешанный финтифлюшками вроде RTX и MetaHuman. Да, в Unreal детализация потрясающая, да, там миллиарды полигонов, люмен, нанит, трассировка лучей в реальном времени, процедурные материалы, адские шейдеры, глобальное освещение. Но ты смотришь на это и не чувствуешь ничего. Никакой связи, никакого дыхания. Слишком реалистично, слишком выверено. Все теряется в глянце.
Игрок становится просто ебучей камерой на рельсах, а не живым участником. Source все иначе. Да, ограничения. Да, старая модель освещения. Именно в этих сковывающих рамках рождается стиль. Посмотрите на мои локации в Desert Parable. Они сюрреалистичны, как сны. Да, текстуры плоские. Да, бампмэппинг 2004 года. Но они дышат. Потому что их сделал человек, а не генератор. Потому что они продолжение мысли, а не шаблон. Хотите сравнение? Окей. Unreal Engine как реклама будущего. Безупречно, стерильно, гламурно. Но холодно. Без запаха, без вкуса, без прикосновения. Source Engine как старый сон, который возвращается к тебе по ночам. Не идеальный, но родной. Немного ржавый, но настоящий. Кстати, в Desert Parable я пытался сделать освещение в реальном времени. Писал код, колдовал с тенями, искал баланс между северной и клиентской частью. И все пошло прахом, провалилось, не хватило чего, сил, знаний, возможно, просто эпоха уже прошла. Позже за меня это сделали другие. Portal 2 Community Edition они добавили то, что я хотел. RTX, глобальное освещение, рендер от современности. Но пусть добавляет, пусть вносит в движок свои излишества. Винтифлюшки, декоративные протезы. А я останусь здесь. Своим путем, на бедном, нищем, искалеченном языке 2013. На основе map-based с примотанными изолентой, фичами, костылями и ручной душой. Потому что это не только про код, это про правду. Важно понять, это видео не о Portal, не о CSGO, не о Left 4 Dead. Эти игры другая история. Слишком современные, слишком законченные. Они не пахнут пылью разработок, они не рушатся при запуске, они не шатаются под тяжестью своих же систем. Они продукт, не поиск, ответ, не вопрос. А вот Half-Life 2 эпизод 2, да, вот где конец. И финал истории нет, финал движения. Это был последний аккорд симфонии, написанный инженерами и поэтами. После него тишина, не молчание, нет, имитированная речь. Portal 2, CSGO, Left 4 Dead 2 — это игры на Source, но не о Source. В них не было той живой вздрагивающей материи, что текла по венам языке 2013. В них не было запаха прототипов, не было хрупкой физики, не было хардкорного безумия, где каждая строка могла быть либо чудом, либо катастрофой. Это было ближе к искусству, чем к индустрии. Source языке 2013 это уже музей. Да, ты можешь ходить между экспонатами, ты можешь щелкать молотком по стенам, запускать компиляторы, писать код в Visual Studio. Но ты не оживишь это. Ты не создашь больше того, что рожалось тогда на исходе 2000-х. Потому что все настоящее уже исчезло. И все важное уже было. Внимание, слушайте внимательно. Я уже говорил, это видео не сделано, чтобы с кем-то ругаться. Это исповедь, не конфликт. Это манифест одиночества, не разоблачения. Я не блогер, не критик, не аналитик. Я человек, который жил после того, как умерли его идеи. Так что прошу, не давай детей, так сломан треснут, хрупок, как старое стекло на ЛТ-экране. Хорошо, давайте скажу прямо. Настоящий мод — это не ремейк Half-Life 2. Настоящий мод — это дневник одиночки. Это отражение внутреннего мира, замаскированное под карту. Это когда ты вываливаешь на экран не сюжет о себе, как в моем моде. Пускай баги, пускай странности, пускай визуальный хаос, но это я, целиком без фильтров. Сегодня мод DB — это кладбище ремейков. Все делают либо Half-Life 2 заново, либо Half-Life 2 бета заново, либо еще один мод, где комбайны снова стреляют, а Фриман снова молчит. Нет, я не против, правда. Я понимаю ностальгию, я уважаю чужую любовь к вселенной. Где разнообразие? Где свежий взгляд? Где безумие? Где риск? Где те, кто скажет: а что если мы вообще откажемся от крабов? А что если у нас не будет оружия? Что если это будет просто игра о тишине, о одиночестве, в песке? Вместо этого рециклинг мечты, бесконечное желание уже прыжу. Проще взять готовое, чем создать свое. Проще написать Фриман в описании, чем придумать нового героя. Проще сослаться на комбайн, чем выдумать новых врагов. Вот почему мой взгляд не популярен.
Потому что он требует, он просит внимания. Внимания, не привычки. Он многогранный, и эту грань нужно разглядывать. Кто-то увидит только сюжет, кто-то услышит только озвучку, а кто-то сможет заметить все 5 граней. 5 направлений смысла, спрятанных в архитектуре уровней, монтажных склейках, в переходах между мирами, в затянутом моменте, где ты просто идешь, а музыка звучит. Я не обвиняю мудров, я зову выйти из кольца удобства. Зову создавать не фанфики, а исповеди, ведь моддинг это не про дополнение к Half-Life. Моддинг это шанс выговориться, когда весь мир молчит. Опять же, все, что я говорю, это мое мнение. Мое, не ваше. Нет трендсеттера, ни аналитика, ни любителя статистики со Steam Charts. Просто мое. Если вы все еще остались, если вы еще слушаете, значит вам это нужно. Сегодняшняя инди-сцена это крик в вакууме, который никто не слышит, потому что он ритмически выверен. PS1 эстетика, маскот хорроры, проклятые морды с глазами, тарелками, VHS фильтры, пятна крови и иголки. Да блять, это уже не разобрать, где хоррор, а где алгоритм в человеческой коже. Unity, Unreal. Движки, заточенные под лайки, под короткие клипы в ТикТок, под рефлексии в 60 секунд. Они витрины, не питерские. Unreal с его RTX метахуманами и триллионами полигонов. Он убивает воображение, он дает тебе все слишком много. Так много, что ты уже ничего не хочешь создавать. Unity как палка для селфи. Вроде и инструмент, но результат всегда один глянец. Симпатично, продаваемо, бесполезно. Где душа, где хаос, где баги, мать вашу. Когда я работаю в Source, я вижу баг и не пугаюсь, думаю, это интересно. Я не зову движок плохим, я зову его живым. Сам фиксишь баги, и ты же сам случайно их создаешь. И в этом искусство, и в этом неожиданность. В этом истина. Source ничего не идет по плану, физика ломается, и сходит с ума, пропы улетают в космос. И ты сидишь в 3 часа ночи, смотря как NPC крутится на месте. И понимаешь, он живой. Он просто не понял, что ты хочешь. Современные движки дают тебе все, кроме ощущения, что ты создаешь. А Source дает тебе ничего, кроме одного. Чувство, что ты тут главный. И это важно. Вот почему я до сих пор тут. Почему я не ушел в Unreal. Почему не сделал маскот хоррор, не включил VHS фильтр, не добавил прицельчик с дрожащей рукой. Потому что я не хочу угодить, я хочу высказаться. Моя игра как исповедь, сделанная на старом кассетном магнитофоне. Шипит, звук плывет, но ты слышишь человека, а не оптимизированный продукт. Делаю моды не ради аудитории, не ради лайков, не ради цифр, не ради витрины, не ради лучшей модификации месяца. Я делаю это ради себя. Это не хобби, это форма выживания. Когда жизнь становится слишком громкой, слишком давящей, я открываю Hammer Editor и начинаю. Мои уровни это не карты. Это страницы дневника, разбросанные в пространстве. Мои текстуры это царапины на стекле, сквозь которые я пытаюсь увидеть реальность. И если кто-то услышит, пусть. Если кто-то поймет, приятно. Но я не прошу понимания. Понимание это роскошь. Я говорю не ради вас, а через вас. Я был голос забытый, но не молчащий. Сквозь шум тысяч ремейков Half-Life 2 и хорроров под VHS фильтры я кричу в пустоту, и возможно этот крик обретет форму. Моддинг это способ быть, не просто остаться в живых, а оставить след. Пусть даже на пыльной поверхности SDK 2013, пусть даже в виде ошибки компиляции или застрявшего триггера. Это тоже жизнь, это тоже я. И я не боюсь, что меня не поймут. Я боюсь, что однажды мне станет нечего сказать. Source мертв, но я жив, я сошел с ума окончательно. Я лишь тень, но тени тоже оставляют след. Бездне, где когда-то кипел код, теперь лишь эхо забытых строк. Ни звука компилятора, ни шорохов крашев. И этому движку не нужен уже ни один компилятор. Source окончательно замолчал, и вместо него лишь пустота, раздирающая душу.
словно ветер разносит по песчаному дну последние песчинки воспоминаний. Но в этой пустоте живет нечто большее, чем просто руины. Там я. Я здесь не из-за благих намерений, не ради славы или похвалы. Я здесь, чтобы стать тенью, отголоском мира, который растаял под весом времени. Тень — это ничто. Тень — это еще и след. Когда свет угасает, сама тьма превращается в голос. Я — это голос, заплутавший в лабиринтах бездушного пространства. Я просто тень. Но тени тоже оставляют след.